Привет, троечки. Этот расклад для тех, кто выбрал третий вариант первого расклада. И он у нас одна ошибка, которая сливает твою энергию. И посмотрим, где ты себя предаешь, как проработать, откуда это пошло. И пристегивайте штанишки и полетели. Итак, троечки. Ну, знаешь, то есть вопрос, какая ошибка, сливаешь энергию, где ты предаешь себя. Ну, знаешь, ты себя по картам каждый раз предаешь, когда вот ввязываешься в борьбу не за свое. Вот прям именно так. Потому что смотри, пятерка мечей — это вот карта пустых побед, когда ты выигрываешь, но вот чувствуешь себя какашкой, потому что выиграла не то, что тебе на самом деле нужно. А семерка жезлов, да, семерка огня — это когда ты стоишь на этой дурацкой баррикаде, отбиваясь от критики, от споров, от нападок, но ты уже не понимаешь, за что именно борешься. И вот итог. Ты тратишь кучу сил на то, чтобы доказать кому-то свою правоту, свое мнение отстоять, да? Выиграть в бессмысленном споре, а потом сидишь такая и думаешь, а нахрена я это делала? А мне-то что с этого? И вот именно в этот момент ты сливаешь свою энергию. Потому что вместо того, чтобы жить нормально свою жизнь, ты живешь чужую войну. Ты не предаешь себя, когда ты проигрываешь. Ты предаешь себя, когда борешься за то, что тебе нахрен не сдалось. Вот ты весь день провела на работе, да? Отбиваясь от всяких нападок коллег, которые пытаются спихнуть на тебя свою работу. И ты отбилась, выиграла этот бой, доказала, что это не твоя задача. Отбилась, границы отстояла, молодец. Но вместо того, чтобы пойти домой и заняться своими делами, ты продолжаешь мысленно вот этот спор прокручивать в голове. Понимаешь? И слова коллеги прокручиваешь, и готовишься к следующему раунду. То есть ты ушла домой, да, у тебя там до 6 работа, а ты в 12 ночи до сих пор про это думаешь. И вот в этот момент ты уже не живая. Ты ходячий труп чужих конфликтов. Ты себя предаешь, когда ты позволяешь чужим проблемам затягивать тебя в свою воронку, понимаешь? И ты не просто в споре участвуешь, ты начинаешь жить им, дышать им. Отстояла, молодец. Вот обычно что делают? Дальше пошли. Нет, ты еще и мужу мозги вытрепишь вот этим вот всем. Понимаешь? Ты тратишь на него, на этот спор, ссору все свое время, всю свою энергию, все свои мысли. И вот эта вот постоянная готовность к бою, вот эта настороженность, это потребность всегда быть начеку. Это и есть твоя ошибка, которая высасывает из тебя все силы. Ты думаешь, что там защищаю себя. На самом деле ты просто подпитываешь чужие битвы. Понимаешь, ты как вот солдатик оловянный, который забыл, за что воюет. Но продолжает стрелять, потому что привык к к выстрелам. И самое хреновое во всем этом всем, что ты уже даже не замечаешь, как это происходит. Ты просто автоматически реагируешь на провокации, автоматически на конфликты реагируешь, на споры, как будто у тебя внутри есть кнопка такая «включить режим боевой». И ее кто-то постоянно нажимает, эту кнопочку. Ты вообще не задаешься вопросом, а оно мне надо вообще? Ты просто в бой бросаешься, потому что привыкла. Но знаешь, в чем дело? Каждая вот эта битва — это предательство по отношению к самой себе. Потому что вместо того, чтобы жить, ты воюешь.
Вместо того, чтобы жизнь свою там строить, ты разрушаешь какую-то чужую иллюзию конфликта. И в конце концов ты ни с чем остаешься. Потому что даже если ты выиграла все вот эти бои, ты все равно проиграла главное. А это твое время, твое спокойствие, твоя энергия и мысли уже. Не твои, а они про вот эту битву. Откуда началось это все? Ну, знаешь, он не с неба свалился, этот сценарий. Он прям, как сказать, вот девятка жезлов — это человек, который всегда настороже, который удара ждет, да, даже когда никто не собирается бить. А королева Пентаклей — это вот про заботу, про практичность, про то, что там поддерживать других, но при этом о себе забывать. Вот откуда твоя и привычка взялась ввязываться в эти чужие драки. То есть ты привыкла вот с детства заботиться о других, чтобы чувствовать свою нужность. Но при этом ты никогда не позволяла себе быть там слабой или уязвимой. Ты девочка, которая росла в семье, где всегда нужно быть начеку. Ну, например, это вечно занятые родители, которые тебя не замечали, пока ты не начинала там капризничать и внимание привлекать каким-нибудь вот этим другим способом с помощью голоса. Родители были слишком строгими, и ты научилась читать их настроение, чтобы не нарваться на скандал. Вот ты привыкла жить в режиме вот этом вот готовность номер один. Потому что твое благополучие, оно зависело от того, насколько хорошо ты сможешь предугадать или отразить вот эти чужие эмоции. И в итоге ты мастер адаптации, здравствуйте. Если мама злилась, да, то ты старалась быть тише воды и ниже травы. Если папа там что-то не ладилось, в депрессии был, ты пыталась его развеселить. И вот ты научилась жить не своей жизнью, а жизнью других людей, потому что твое выживание, оно зависело от того, насколько хорошо ты сможешь вписаться в эту вот обстановку, в их настроение. И вот эта вот привычка всегда начеку быть, да, всегда к бою готовой быть, она осталась с тобой вот во взрослой жизни. Познакомься с собой. Только ты уже не отражаешь вот эти удары родителей. Ты ввязываешься в рабочие интриги, в семейные вот эти склоки, в споры с друзьями, подругами. Ты до сих пор живешь в том самом режиме, который вот, если я не буду контролировать все, то все развалится. И ты до сих пор думаешь, что твоя задача, она там заботится о других, даже если эти другие вообще просто случайные люди, которые пытаются спихнуть на тебя свою работу, свои проблемы и так далее. И ты не замечаешь, вот даже как ты на автопилоте включаешься в любой конфликт. Потому что в твоей голове сидит это паразитина, да, убеждение твое. Если я не буду бороться, меня затопчут. На самом деле, это вообще не про тебя сейчас. Это вот как раз про ту маленькую девочку, которая боялась, что ее не заметят. Если она будет достаточно хорошей, то ее не заметят. Она должна быть достаточно полезной, достаточно сильной, достаточно отражающей другие атаки на ее личные границы. Ты до сих пор пытаешься доказать родителям, что ты достойна любви. Хотя они давно уже не те люди, от которых, что-то зависит. Ты до сих пор боишься, что ты не будешь, если бороться, то тебя забудут. Как вот в детстве забывали, когда ты была тихой и незаметной, да, то из садика забыли забрать. Или не вовремя, или ты одна оставалась в садике, да, и самую последнюю забирали. Но знаешь, в чем проблема? Ты же уже не та девочка. Тебе больше, не нужно доказывать свою нужность через вот эту борьбу. Ты можешь просто жить без вот этой постоянной готовности к ссорам, к бою и так далее. Понимаешь? Ты можешь сейчас позволить себе быть слабой, быть уязвимой, просто счастливой.
Но для этого нужно осознать, что вот эта привычка защищать других больше, чем себя, это не твоя суперсила, это твоя тюрьма. Это не любовь к людям, это страх твоего одиночества, который ты прячешь за вот этой борьбой. Как проработать? Ну, знаешь, паш кубков с семеркой мечей — это вот смотри, паш кубков — это про эмоции, да, про твой внутренний голос, про то, что наконец-то нужно начать прислушиваться к себе, а не к тому, что от тебя от других ждут. А семерка мечей — это карта вот хитрожопого отступления. Но не в смысле предательства или дезертирства, нет, а вот в смысле умения выйти из игры, когда она тебе вообще не нужна. Вот прямо сейчас представь, вот ты на работе, да, коллега начинает там наезжать на тебя там за какую-нибудь фигню. Раньше ты что делала? Автоматически включалась в защиту, начинала оправдываться или там свою правоту доказывать. То есть в итоге ввязывалась в этот конфликт. Но теперь делаешь паузу. Ты не отвечаешь сразу, ты даешь себе время почувствовать, а важно ли оно тебе? А нужно ли тебе сейчас тратить силы свои, нервы свои на эту ерунду? И если ты отвечаешь себе «нет», то просто выходишь из игры. Не сдаешься, не прогибаешься, а вот именно выходишь. С улыбкой, с легкостью, без драмы. То есть ты можешь сказать там: знаешь, а давай про это поговорим как-нибудь в другой раз. Или вообще ничего не отвечай, просто развернись и уйди. Кто тебе что за это скажет? Ты взрослый человек. Потому что в этом и есть вся фишка семерки мечей, понимаешь? Ты не вступаешь в битву, которую не хочешь ты вести. Не тратишь энергию свою на то, чтобы доказывать кому-то что-то, ну, если это тебе никакой пользы не принесет. Но главное научиться слышать себя. По пажу кубков. То есть ты должна начать себе вопросы задавать. Не тогда, когда уже втянулась там в конфликт, в ссору, а до того, как он начался, понимаешь? Вот представь, что ты как будто вот надеваешь на себя невидимые наушники, да, и начинаешь слушать свой внутренний голос. Утром просыпаешься, вместо того, чтобы сразу проверять там телефон, на сообщения отвечать, ты спрашиваешь себя: а чего я сегодня хочу вообще? А чего я не хочу? Если ты понимаешь, что не хочешь идти там на это дурацкое какую-нибудь встречу, где тебя снова будут заваливать вот эти, как сказать, подружка хочет рассказать тебе, ой, как тебе интересно, а тебе это нахрен не нужно, то ты находишь способ отмазаться. Не через ложь или манипуляции, а через честное «мне это не нужно». Понимаешь? На работе то же самое. Хочешь, не хочешь, а тебя заволакивают в эту ссору, а ты говоришь: а мне это не нужно. И все, даже ничего больше не надо говорить. Понимаешь? Повесить на тебя чужие проблемы хотят, учишься говорить «нет», да? Без вот этого чувства вины. Не хочу я слушать тебя. Но самое главное, перестаешь ждать, что кто-то другой даст тебе разрешение на то, чтобы жить своей жизнью, потому что у тебя есть такое. Ты сама себе его даешь. Ну смотри, на работе сидишь, да, и понимаешь, что тебе просто надоело доказывать всем, что ты хороший работник, да, например. Тебе надоело за справедливость бороться, за распределение там задач рабочих, за признание. И вот вместо того, чтобы снова в этот бой вступать, ты решаешь: а похуй, извиняюсь, а плевать. Я вот буду делать то, что мне нравится, и то, что мне удовольствие приносит. И ты начинаешь работать не на оценку начальства, да, или коллег, а на себя. Перестаешь участвовать в этих коллегиных интригах, потому что ты понимаешь, что это их проблемы, а не твои. Это их говно. Зачем тебе принимать чужое говно, извини меня за выражение?
И ты начинаешь жить не по правилам игры, которую придумали вот эти паразиты, а по своим собственным. И вот тогда ты просто перестаешь предавать себя, потому что ты перестаешь тратить свою жизнь на то, чтобы соответствовать вот этим чужим ожиданиям. А именно это твой страх сейчас. Ты боишься не оправдать чужие ожидания. И начинаешь жить не для других, а для себя. Это и есть настоящая свобода. Понимаешь? Прорабатывать это все в императоре, в шуте и в дьяволе. Если ты в проживании арканов. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Всегда помни, что я с тобой рядом.